добрались до классики столетней давности. Как вы поняли, это не просто крепость, где есть только пушки и красивые виды. В последний свой день я приехал в город Вавра, и здесь есть несколько интересных мест, которые, я надеюсь, мне понравятся. Так что давайте начнем с аквариума. Здесь также приводится статистика, насколько омерзительно наше человечество, которое засоряет природу и выбрасывает пластик в воду. Это вообще интересные такие рыбы, как будто бы их подвесили на ниточке, они висят себе. Ну и, конечно же, не могли не упомянуть здесь мегалитические храмы. Что я могу сказать про аквариум? Во-первых, очень много людей было, и немножко это ломало кайф. Сам аквариум так себе, средней паршивости. Это, конечно, не аквариум Бангкока. Я бы не сказал, что это должно быть и must do на Мальте. Если уже вы здесь в районе, у вас есть время, то можно и заскочить. Но не обязательно. В Куаре есть еще один интересный музей. Это музей вот таких классических машин. Я надеюсь, что в отличие от аквариума, этот музей меня не разочарует. Так, а это уже интересно. Алкоген, неужели это ты? Никогда не любил тебя. Все же Undertaker круче. Извини. Это Ford 56-го года. А это Chevrolet 62-го. Маленькие жучки Фиаты 70-го и 69-х годов. Привет, Джеймс Дин. Как ты там? Бунтарь без причины. Вот мы и добрались до классики столетней давности. 1930 год эта машина. Делае Торпедо. Надеюсь, я правильно сказал. Я даже не слышал такую марку. А это что у нас? Это 26-й год. Rolls-Royce. Лимузин. Вау. 60-й год. Альфа-Ромео.
Что мне нравится в этом музее, так это то, что помимо классических машин, здесь есть много чего и другого классического. Различные приемники, фотоаппараты, также миниатюрные всякие фигурки. Музей просто топовый, и я его рекомендую. Прежде чем покинуть этот город, я решил заскочить в Непало-индийский ресторан. Заказал себе вот такие дамплинги, и я скажу честно, я приятно удивлен. Дамплинги очень вкусные. Официант, парень из Непала, увидел, что я записываю блог, заинтересовался, тоже подписался на мой канал, так что ему за это респект. Привет Непалу! Я снова прибыл в Валетту, сейчас почти 5 часов вечера, у меня в полночь будет самолет домой. Практически все основные места в Валетте я уже посетил ранее. И напоследок я решил посетить крепость Валетты, форт Святого Эльмо. Здесь же внутри крепости есть Национальный военный музей. Я вижу, что немалая часть этой крепости в заброшенном состоянии, а та часть, в которой я сейчас нахожусь, отреставрированная. Оказывается, решение по окончанию Холодной войны было принято в 1989 году здесь, на Мальте, между Бушем-старшим и вот этим, знаете, товарищем Даду-Даду. Как вы поняли, это не просто крепость, где есть только пушки и красивые виды. Здесь же также сделали внутри крепости несколько блоков на тематику войн в разный период. Моя последняя трапеза, и я себе заказал такие ядерные креветки. Выглядят очень аппетитно, и я думаю, они будут такие же вкусные. Хозяин ресторана рассказал мне, что этим рестораном еще когда-то владел его дедушка. Здесь фотографии, где он служил еще в морском флоте, а затем стал футболистом. Здесь есть фотографии с Республиканской улицы после бомбежек во время Второй мировой войны. Я думаю, пришло время заканчивать. Я провел 10 дней на Мальте. За это время я многое что посмотрел. Я бы даже сказал бы слишком много. Я вообще не припоминаю, в какой стране по интенсивности я бы проделал бы такой объем.
На самом деле изначально у меня был билет на 10 дней на Мальту, но посередине у меня были билеты на 3 дня в Ниццу. Но так получилось, что мой билет во Францию был отменен, и я здесь остался на полноценные 10 дней. Поэтому я посетил даже те места, которые у меня были помечены как на всякий случай, если будет время. А я, пожалуй, буду закругляться. Через 2 часика буду выбираться в аэропорт. Еще похожу здесь по Валете, которая мне уже достаточно приелась. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или отписывайтесь и ставьте дизлайки. Увидимся в новой стране. У меня есть еще грандиозные планы. И дальше будет интересно. Счастливо!